Новинка от QCY, которая имеет последний Bluetooth чип, функцию увеличения баса, 40-мм драйвера, складную конструкцию, стильный дизайн, игровой режим, мультипоинт до 2 устройств, шумоподавление ENC для звонков, время автономной работы до 60 часов, поддержку приложения и не только. Обо всем этом я прочел в рекламе, как и вы, к полноразмерным Bluetooth наушникам QCY H2. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из тонкого картона. На упаковке есть краткая характеристика, изображение и название модели. Пакинг, конечно, не лучший, но наушники дошли в целости и сохранности. В комплекте мы имеем наушники, краткое руководство на английском и китайском языке, далее есть короткий кабель для зарядки USB-A на USB-C, и на этом все. Никакого мешочка для переноски в комплекте нет. Наушники на первый взгляд неплохие, но об этом позже. Весят они 218 граммов, размер амбушюры по внутренней части измеряем свои уши 53 на 35 миллиметров. Для меня лично они являются полноразмерными, но впритык. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на YouTube канал, на телеграм-канал скидок, нас там уже 88 тысяч взаимопомощи, и мой личный телеграм-канал, куда я скидываю результаты тестов, примеры видео и фото с новых телефонов, до обзоров. Там мы и общаемся. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Поставляется данная модель в двух вариантах расцветки. Это черная и мятная. Дизайн устройства интересный, выглядят они стильно. Основная часть выполнена из матового тактильного приятного пластика, напоминающего soft touch. Учитывая стоимость, качество материалов хорошее, но в общей картине наушники, конечно, кажутся дешевыми. Сборка неплохая, скажем так, учитывая стоимость, не совсем мрак. Материалы не марки, и, к слову, потертости на корпусе наушников за время моего использования так и не появились, что хорошо. 9-ступенчатый раздвижной механизм для регулировки размера выполнен из пластмассы и металла. Данная модель по мне подойдет больше для подростков из-за минимально и максимально допустимого размера. Если взять, к примеру, FIA EH3NC, то они отлично садятся в минимальном размере и имеют хороший запас. Здесь чуть-чуть не так. Оголовье мягкое, во внутренней части оголовья выполнено, по всей видимости, из эко-кожи с мягкой вставкой из поролона. Чашки складываются, это очень удобно. За что плюс? Регулируются они в разных плоскостях на 120 и 30 градусов. Амбушюры упругие и жестковатые. Эффект памяти, если и есть, то он минимальный. Снять амбушюры так, чтобы не повредить корпус и сами амбушюры, у меня не получилось. Далее, посадка данной модели, несмотря на то, что и оголовье мягкое, и вроде амбушюры неплохие, лично по моим ощущениям не особо удобная. Амбушюры слегка давят, при длительном прослушивании музыки появляется небольшой дискомфорт. По поводу вентиляции, в жаркую погоду уши однозначно будут потеть. Сила зажима умеренная, при наклонении головы они не слетают. В целом посадка неплохая, но есть к чему стремиться. На шее носить можно, так как чашки поворачиваются на 120 градусов. Пассивная шумоизоляция неплохая. На корпусе расположили еле заметные надписи QCY, краткую информацию, left и right с тиснением. Левая чашка без функционала. На правой мы имеем 3 LED-индикатора, микрофоны, разъем USB Type-C для зарядки, а вот разъема мини-джека на 3,5 мм нет. Это прям эпичный фейл. Последнее, что мы имеем, это 4 прорезиненные физические кнопки, такие как многофункциональная кнопка включения-выключения, кнопка включения-улучшения баса и качели регулировки громкости. Лично мне данная модель напоминает Anker Soundcore Live Q10. Модели много лет. У QCY H2 из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, включение-выключение игрового режима, включение-выключение бас-режима, вызов голосового ассистента и сброс до заводских настроек. Сенсорного управления нет, что неудивительно и хорошо, я его не люблю. На нажатие наушники откликаются отлично, команды сопровождаются системными звуками. Управление в целом удобное и интуитивно максимально понятное. Переназначить команды, разумеется, нельзя. Оснащены наушники стандартными 40-мм драйверами, активного шумоподавления режима прозрачности здесь нет. Из полезного на борту полноценный мультипоинт до 2 устройств. Заряд наушников в шторке отображается. Автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после включения. Анимация здесь есть, но работает она очень плохо и после установки приложения. Я думаю, все, у кого были наушники QCY, согласятся, что есть у вас приложение, есть у него разрешение, нет, все равно анимация через раз будет работать. Также есть окошко с настройками в панели быстрого доступа на смартфоне. Датчиков обнаружения не завезли, что неудивительно, опять же, учитывая стоимость. Емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 46 минут. Время автономной работы неплохое. По моим тестам на 100% громкости по кодеку AAC они отработали, внимание, барабанная дробь 44 часа, почти двое суток. Конечно, на 100% громкости мало кто будет их слушать. Я лично вообще не рекомендую слушать наушники выше, чем на 70% громкости. Быстрой зарядки я не обнаружил, как и автоматического выключения. Информации о водонепроницаемости наушников нет, под дождем прогуливаться вместе с ними я не советую. Приложение
которому можно подключить данную модель, называется также QCY. Работает оно не всегда корректно, интерфейс на русском языке, но перевод неполноценный, уже много лет. На стартовой странице мы имеем изображение модели и заряд в процентах. Есть встроенный плеер для управления воспроизведенной музыкой, во вкладке «Звук» есть 2 звуковых профиля, это обычный бас, а также 5 предустановок. И даже 10-полосный кастомный эквалайзер. Не сказал бы, что предустановки прям отлично настроены, но неплохо. Настроить звучание под свои предпочтения возможность есть. В настройках устройства можно воспользоваться поиском наушником, включить-выключить игровой режим и по большому счету все. Обновления лично мне еще не прилетали. Bluetooth здесь последней версии 5.3, из кодеков на борту SBC и AC через одну стену, как и через 2 стены, не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube и при просмотре фильмов незаметная. В играх задержка минимальная, играть можно и довольно комфортно. Пример вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC отрабатывают неплохо, в качестве гарнитуры использовать наушники можно. Сильных перегрузов или искажения голоса по мне нет, пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников QCY H2, и человек, который очень ждал на них обзора, знает, что QCY H2 это в принципе неплохие наушники за очень адекватный ценник. Если их приобретать, их можно опять же приобрести рядом с домом практически на всех наших торговых площадках ритейла. Они появляются за копейки, не обязательно заказывать на Али, либо ждать, когда они где-то появятся. И насколько хороши микрофоны вы сейчас слышите, но ничего супер-мега-топового за эти деньги, разумеется, быть не может. Звучание, запаса громкости достаточно, каша на максимальной громкости, правда, есть. Звучание, как по мне, не хватает глубины, детальности и баланса. По моему мнению, звучат они куда хуже, чем Live Q10, хотя стоят плюс-минус одинаково во время распродаж, когда у Live Q10 появляются в наличии, в принципе. Без функции увеличения баса звучание кажется плосковатым, а с включенной этой функцией бас имеет излишний акцент. Несмотря на это, чтобы звучание было более приятным, лучше слушать с включенной функцией увеличения баса, так как в итоге и середина становится более проработанной, и вокал звучит натуральнее. Повторяюсь, звучание, как по мне, куда хуже, чем Q10. Почему? Потому что недавно я делал на него обзор, а сами по себе анкера прям очень древние, а H2, на который вы видите обзор, прям очень свежие. Поэтому странно. Минусы: нет датчиков автопаузы, посадка не лучшая, регулировка размера без запаса, над звучанием можно было бы поработать и лучше, материалы слегка кажутся дешевыми. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, это основной плюс у этого устройства. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, не забудьте написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, и подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Резюмирую, QCY H2 стильные, с последним Bluetooth чипом, полноразмерные наушники с хорошим звучанием. Не скажу, что я в восторге, по большей части советовать данную модель я могу по нескольким причинам. Первое, разумеется, это цена. Второе, разумеется, потому что это новая модель, и здесь не будет убитого аккумулятора, как у некоторых анкеров. Поддержка приложения тоже плюс, встроенный эквалайзер с предустановками тоже плюс. Стильный дизайн, неплохие материалы, функции увеличения баса и мультипоинт. Всем огромное спасибо за просмотр. Кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.